Приветствую всех на канале Моторный Лайф. Сегодня мы побываем в Рахове, в одном из удивительных небольших городков. Его называют Гуцульским Парижем, зеленой сказкой и просто одним из лучших в Украине мест для отдыха и путешествий. Всех приезжающих на отдых в Рахов встречают захватывающий дух пейзажи, неповторимый уют, воздух, который можно ощутить только в таких маленьких горных городках. Название города Рахов происходит от слов «рахувати» или «земля господина Рахова». Он принадлежит к самым грозовым городам Украины. Здесь приходится 43 грозовых дня в год. К тому же Рахов – самый высокогорный город страны. Его высота над уровнем моря 820 метров. У города богатая и колоритная история. Первыми поселенцами были и крестьяне из Галиции и Закарпатья, которые убегали в горы. Население занималось в основном овцеводством, охотой, рыболовством, пчеловодством и частично земледелием. Проживали в небольших деревянных сооружениях, а со временем дома становились все больше. С 9 столетия по 11 эта территория входила в состав Киевской Руси. В 12-13 столетиях Галицко-Волынского княжества, а в конце 13 столетия Венгрия овладела горными районами Закарпатья, в том числе и городом Рахов. С течением времени поселение растет. Торговый путь, который издавна проходил через село, оказывал содействие в его развитии, и со временем Рахов стал окружным центром. С ростом населения развивались и народные промыслы, которые и по сегодня характерны для Рахова. С середины 17 века более интенсивно заселяется правый берег Тисы, где начинается добыча соли, которая сплавляется вниз по реке плотами к Великому Бычкову, а потом к Хусту и Венгрию. Историческая справка удостоверяет, что в 1782 году в Рахове был построен первый деревянный мост через Тису. Это и послужило еще одним толчком в развитии города, который и без того считался местом экономической, политической, культурной жизни верховья Тисы. В 1853 году на Закарпатье было ликвидировано крепостное право. Значительным толчком к социально-экономическому развитию в конце 19 столетия для Рахова было сооружение железной дороги через поселение. Дорога была построена итальянцами. Сегодня Рахов – районный центр с населением почти 20 тысяч человек. Известный туристическо-рекреационный центр Украины. Это тихий, спокойный городок, приютивший на берегах Тисы, рассекающий горную котловину. Улочки, здания, памятники Рахова охотно рассказывают о своей судьбе. Архитектурные стили перемешиваются, образуя удивительный, ни на что не похожий ансамбль маленького горного городка. Здесь, помимо украинцев, жили и живут венгры, румыны и другие народы, и каждый из них оставил свой отпечаток на архитектурном облике Рахова. Рахов – известный культурный центр Гуцульщины. Эта неповторимая земля испокон веков прославилась самобытными талантами. Развита резьба по дереву, изготовление ковров и покрывал из овечьей шерсти и прочие виды народного искусства.
Город Рахов известен как ворота в Карпаты. Поблизости расположен лыжный курорт Драгобрат, наивысший лыжный курорт Украины. Рахов – горный город, при средней высоте расположения 820 метров, перепад высот между улицами составляет 600 метров. Самая низкая находится на высоте 400, а самая высокая 1200 метров над уровнем моря. Рахов славится не только видами, ради которых приезжают отовсюду, но и овечьей брынзой. Слышали когда-нибудь выражение «белое золото»? Так местные скромно называют брынзу, которую сами и делают. Не путайте с коровьей брынзой. Этот вид сыра уникален, потому что он получил статус географического указания. Гордостью Рахова является Карпатский биосферный заповедник, созданный в 1967 году и награжденный специальным дипломом Совета Европы и занесенный в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Информационно-эколого-образовательная сердцевина заповедника – Музей экологии гор и истории природопользования в украинских Карпатах. В окрестностях Рахова есть несколько подъемников от 300 до 1200 метров. В городе работает турбаза, отели и ряд частных домов, где можно остановиться на ночлег. Наверное, немногие могут похвастаться тем, что были в центре Европы. Отдыхая в Рахове или его окрестностях, вам обязательно стоит побывать в географическом центре Европы, что в селе Деловое. Гипотетическая точка, отмечающая географический центр Европы. Существует много мыслей относительно точки, что именно этот самый центр отмечается в атласе современной и древней географии мира за 1929 год. История свидетельствует, что в 1885-1887 годах в Верхнетесинской котловине проводилось изучение местности с целью строительства железной дороги. Ученые из Венского императорско-королевского военно-географического института после тщательного изучения определили место предполагаемого географического центра Европы. В процессе измерения инженеры выяснили, что где-то в этой местности может находиться географический центр Европы. В 1887 году был установлен двухметровый геодезический знак, изготовленный из высококачественного бетона. Знак имеет форму срезанной четырехгранной пирамиды. Этот знак пережил 2 мировых войны и дошел к нашему времени в своем первичном виде. Но поскольку он выглядит очень скромно, его было решено дополнить еще одним знаком. Также здесь есть музей и ресторан «Колыба». Здесь вы найдете множество интереснейших предметов быта, национальную одежду, инструменты и многое другое. Ну а в ресторане вы сможете отведать блюда местной кухни. Недалеко от этих мест находится еще одна скромная, но, на мой взгляд, очень интересная достопримечательность – форелевая ферма. Горы, которые окружают Рахов, характеризуются большим разнообразием растительности и флоры. Здесь наиболее выразительная в украинских Карпатах высокая поясность. Предгорные дубовые леса, горные широколистные и хвойные леса. В
В составе флоры насчитывается ряд редчайших видов, среди них подснежник, лилия лесная, кукушкины слезы, сон белый. В отдельных местах сохранился легендарный эдельвейс. А еще здесь есть крутое место под названием Роза ветров, где высота 1100 метров над уровнем моря. Ее называют сокровищем Рахова, которое видно из любой точки города. Она вдохновляет горожан и туристов подняться сюда, потому что отсюда видно все высочайшие вершины Карпат, одна из которых – Гаверла. В зависимости от времени года в Рахове вы можете ощутить настоящий экстрим, увидеть обильные потоки могучей реки Тиса. Мост через реку соединяет две части города Рахов. Сразу за мостом вы увидите красивейший храм, сооружение 19 века. Главным украшением храма являются башенные часы 1913 года. Также в Рахове находится единственный и уникальный памятник гуцулам в мире – автора скульптуры Юрий Гавьюш. Памятник расположен на центральной площади Рахова. В Рахове есть много чего интересного еще посмотреть. Его достопримечательности, природа, воздух, климат делают Рахов одним из самых интересных мест для туристов со всей страны и зарубежья.